И как ты считаешь, удача ли это или это реально экспертность какая-то? И будет ли это работать на долгом промежутке? Если говорить про то, как начинать новичку, то я Мгм. бы, конечно бы. Андрей Кабатов – квалифицированный инвестор и действующий криптоинвестор и трейдер с опытом в инвестициях более 8 лет, а также создатель команды и клуба CryptoCam. Он вышел из долгов в несколько миллионов и увеличил доход в 7 раз благодаря инвестированию. Он является магистром по информационной безопасности и криптографии, а также путешественник со стажем в более 50 стран мира. На фондовом рынке больше 80% торгует искусственный интеллект сейчас. Мгм. Что с криптой? То же самое? Мы не конкурируем с роботами. Ты говоришь, что это риски, это все понятно. А вот смотри, инвестируете вы как-то консервативно? Ошибки, ну, то есть это и сейчас все работает одинаково, ничего не меняется условно десятилетиями. Такая статистика. Не просто ты приходишь там, закинул куда-то в один проект и сидишь и ждешь. Базовая ценность для меня всегда была свобода. Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях очередной человек, который смог добиться чего-то другого, помимо того, что работать в найме, поэтому ему есть что рассказать. Человек уже давно инвестирует, в частности, инвестирует в криптовалюту. Вот. Андрей, Да, всем привет. да, спасибо, что Привет, Андрей. пришел. Да, спасибо, что пригласили, Да. поэтому я в Корее. Вот. А, Ну, на самом деле, да, действительно хорошо меня представили. Человек, который путешествует и инвестирует. На самом деле, базовая ценность, наверное, у меня была вообще в самом начале, как я приходил к этому пути. Многие спрашивают, почему там крипта, почему инвестиции, да, то есть базовая ценность жизни была свобода. Я это начал понимать еще, начиная, наверное, с того времени, как я учился в универе, да, то есть мне хотелось куда-то дальше, куда-то ехать, и, ну, были первые мысли, да, как уехать, там, как где-то пожить, Мгм. да, соответственно, я еще не понимал, как это все выльется, но когда я поехал первый раз за границу, да, мне для этого, ну, то есть пришлось постараться, чтобы поступить. Это была Чехия, но, соответственно, когда я побыл там, да, то есть я Мгм. понял, что, ну, то есть деньги имеют свойство заканчиваться, и ты не можешь находиться долгое время где-то в другой стране, когда у тебя нету какой-то материальной подпитки. Ну и, соответственно, ты возвращался и дальше работал, то есть и это было какое-то развитие, но оно ограничивалось постоянно Мгм. временными промежутками. Вот. Ну, получается, ты решил для себя, что работать вот так вот в найме и там и путешествовать не очень совместимо, и ты решил как-то... Как ты вообще пришел к тому, что ты смог вырваться из найма, Мгм. начать инвестировать, путешествовать, и чтобы тебе хватало на все это? Ну, у нас же сегодня честный подкаст, да? Вот, я буду говорить как есть. На самом деле мой путь, он был такой, возможно, обрубить все мосты. Это, ну, я бы так, наверное, не советовал бы людям, которые идут в инвестиции. Но я как-то в один момент очень сильно начал, ну, верить в то, что действительно инвестиции могут давать, да, то есть давать то, что невозможно заработать, да, потому что я понимал, да, в какой-то момент, когда у тебя нету капитала, работа дает тебе все, ты оплачиваешь там свои потребности и так далее, но у тебя в остатке, да, то есть мало что остается, потому Мгм. что ключевой момент, да, то есть, ну, опять же, это, наверное, база любой, не знаю, как назвать, финансовой грамотности, да, что богатые люди – это не те, кто много зарабатывает, а у тех, у кого есть капитал, который Так. генерирует кэшфлоу. И, соответственно, когда я, ну, то есть, какие мои мысли были, да, то есть, первоначально, когда я родился в Казахстане вообще, да, то есть, потом с 12 лет я переехал в Россию, жил в небольшом селе, и первые мысли, да, там я ушел со школы после 9 класса, поехал поступать в 10 класс, да, то есть, но Мгм. уже в лицей. Почему? Потому что там, мне казалось, больше люди, вот, ну, то есть они как-то чуть более городские и так далее, то есть это был выход из зоны комфорта. Потом и так шло постепенно, да, то есть потом на третьем курсе института я уехал за границу, потому что больше. И момент мой был до того, что пока я там условно не поехал куда-то в Америку, я всегда гнался за тем, что если ты поедешь, там, условно, в Москву, у тебя будет больше зарплата. Поедешь в Мгм. Америку, у тебя будет еще больше зарплата. Но больше зарплата не давала никогда больше свободы. Вот именно Мгм. так, как вот я сказал, да, то есть базовая ценность для меня всегда была свобода. То есть что такое свобода? Это делать, что ты хочешь, и при этом, то есть делать это не ради денег, да, то есть хоть мы все идем в крипту ради денег, но это немножко имеет больше смысл. Ну и, соответственно, когда, ну, то есть
ты понимаешь постепенно, что богатство, ну, то есть и дает тебе свободу не зарплата, да, то есть, а то, сколько у тебя есть капитал и как ты можешь его преобразовывать, да, то есть и тогда ты понимаешь, что да, в какие-то моменты, как только капитал твой перешагивает какие-то там, ну, небольшие значения, даже это может быть 10, 20, 30 тысяч долларов. То есть для инвесторов, ну, то есть для Мгм. инвесторов, ну, наверное, это не такие большие деньги. И, соответственно, этот капитал уже тебе может давать больше, чем ты можешь зарабатывать там, пусть даже в маленьком городе, да, то есть если у тебя капитал еще больше, ты уже можешь делать больше, генерировать прибыли, чем это может давать зарплата. Соответственно, когда это все начинало в голове проясняться, ну, то есть как это устроено, как это работает, ну, то есть я начал в это все более глубже, ну, впадать, то есть я работал Мгм. в найме еще, параллельно у меня всегда были куплены акции, вот. Получается, ты начал инвестировать до падения рынка или после падения, когда Падение все... рынка крипты или... Ну, вообще, ты же сначала говорил вроде бы с фондового рынка Да, начинал. то есть Вот все как... началось, опять же, как и многие, наверное, я пришел в этот рынок за деньгами. Ну, то есть вот Мгм. я понимал, что да, там инвестировать. И если вспоминать, это было еще давно, да, то есть, ну, это был год 18-й, наверное, когда еще не было это все так популярно. И потом я захотел в Америку поехать, потому что там Нью-Йоркская фондовая биржа. Мгм. Но, ну, как и часто это бывает, то есть неправильные инфополя не всегда ведут тебя куда-то, ну, в правильные инвестиции. И, соответственно, да, то есть я начинал с фондового рынка. То есть Да. я в тот момент, ну, как это, наверное, любой российский инвестор, он покупает «Газпром» и «Аэрофлот». Вот, я Это не дефолт, покупал. да, Да, то такой? есть, ну вот я не покупал, но я начинал с этого. Но потом я быстро понял, что есть IT-сектор Америки, который там условно Apple Мгм. на тот момент, да, то есть, ну, прям мне нравились эти компании. Там NVIDIA, которая сейчас стоит просто гигантские количество, там, миллиардов капитализации, опять же, в силу того, что качает ее биткоин, в первую очередь, и Мгм. майнинговое оборудование. Но шел я, да, то есть в это направление менее осознанно, как мне кажется. И уже потом, да, то есть когда я ушел с работы, да, то есть это уже дало такие более грандиозные результаты. Мгм. Вот. Но у тебя уже сложился капитал, ты накопил, Он, что тебе с- позволило. он сложился, но опять же, он сложился, да, то есть и тут, наверное, если рассказывать историю, да, то есть если прям углубляться, у меня был опыт работы, опять же, за границей, да, то есть я работал в канадской компании, у меня был какой-то капитал, но я работал в найме. То Мгм. есть это была такая небольшая проп-трейдинговая компания, хотя она, Мгм. ну, такая не всемирно известная, ну, то есть мне давали капитал управления. У меня был какой-то капитал. А после этого, да, то есть, опять же, я покупал акции Теслы, которые стоили на тот момент там порядка 15-16 долларов. То есть после этого Мгм. они там, М, ну, Круто. улетели, но, опять же, это вот ошибки инвесторов, да, то есть ключевые ошибки инвесторов, которые сейчас, я уже понимаю лучше, Мгм. а, когда Тесла дала мне 400, там около 450%, 450%, да, то есть Ага. доходности, я ее слил. Я считал себя гениальным инвестором, потому что, ну, то есть, ну, блин, это реально, я еще тогда не был в крипте, это был, ну, то есть это прям 20-й год был, и, Мгм. соответственно, тогда еще ковид был, да, то есть все Да, обвалилось, и, да. соответственно, ошибки, ну, то есть это вот, это и сейчас все работает одинаково, ничего не меняется, условно, десятилетиями. Когда, условно, у тебя был профит, потом акция провалилась, и Мгм. ты, когда она отскакивает, соответственно, ты все, типа, «Ой, я заберу то, что у меня было на пике». Ну, то есть ты вложил 10, у тебя там на пике 45, потом оно в моменте сходило там до 20, у тебя хватает силы воли не продать, потом, когда она отскакивает, ты выскакиваешь, все. А после этого акция улетает еще И не там, останавливается. да, в 10-20 раз. Буквально Мгм. за там А промежуток потом 5. локти кусаешь, что ты Да, вышел да. рано, да? Вот. И как раз-таки это был тот ключевой момент, когда, понимая, что, ну, какие-то моменты из-за того, что я не до конца изучил Мгм. проект, да, то есть, а почему я купил? Потому что я был тогда в Канаде, в Америке, и тогда еще, ну, то есть, уже там люди, которые были приближены, они мне говорили про это. Мгм. Тесла, 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 Тесла. И, соответственно, я купил. Но я купил, как это, опять же, ошибки многих, да, то есть покупать что-то, как бы там человек не был а, не знаю, успешный, там, медийный, Мгм. нельзя так покупать. То есть невозможно заработать, если ты сам не понимаешь, что ты инвестируешь и так далее. И, соответственно, да, я продал, акция улетела. Это самое худшее, что может быть на рынке, это считать, сколько бы ты мог заработать. Да. Это, ну, то есть... Да, И если уже решил выйти, выходишь, и все, дальше это не твои Но уже. самое главное, ты же не на низах вышел.
Ты же... Нет, я забрал профит. Вопрос просто, сколько могло бы быть. Ну Но да. это, опять же, понимая сейчас уже и, конечно, ну, работая на этом рынке, ну, как профессионально, потому что это основная наша деятельность сейчас, да, то есть Мгм. потому что еще есть команда небольшая у меня, да, то есть мы, конечно, понимаем, что это сугубо психология, и психология на рынке — это ключевое, что может быть. Мгм. Ну и, соответственно, но вот эта Тесла улетевшая, то есть она меня, вот именно в этот год, это был 2020 год, я полностью ушел отовсюду. То есть я работал до этого еще, ну, то есть в найме, да, то есть Мгм. больше, наверное, числился. Вот, и были еще направления, бизнес-направления, да, то есть небольшое маркетинговое агентство было, но полностью в 2020 году я принял решение, что все, ну, то есть Мгм. я ухожу, и, Это во сколько лет получается? ну, это, сколько это лет было? 4 года назад, 23, 23 года. 23 да, года. да. Круто. 23-летний инвестор, который Ушел из перестал найма. работать в найме, да, и вот, получается, живет на инвестициях. Блин, прикольно. Да, но опять же, да, если мы говорим тут все, я не знаю, насколько глубоко, вот это в тот момент, то есть это, с одной стороны, было ключевым моментом, с которым я двинулся дальше очень Мгм. сильно, но было тяжело. Почему? Почему тяжело было? Был, во-первых, ковид, который в тот момент, ну, наверное, не секрет, подкосил многих. Меня в Ну том да. числе цепануло, потому что были некоторые проекты, которые, ну, очень хорошо тебя минусанули. То есть и у меня Мгм. был такой момент, что, опять же, там, в качестве там продажи Теслы, да, то есть была в том числе и смотивирована, потому что нужно было закрыть какие-то, Косты, да, да. косты в других направлениях. И, соответственно, если бы, возможно, этого не было, то есть, ну, опять же, это уже прошлое, но когда я ушел с найма, да, то есть, вот опять же, ключевая ошибка, что считают многие, да, то есть многие считают, что если ты там трейдер, инвестор, то у тебя априори не должно быть других источников дохода. То есть это не так, потому Мгм. что если ты зарабатываешь и извлекаешь прибыль только с рынка, допустим, если ну, трейдинг, допустим, ты подсознательно проигрываешь этому рынку психологически, потому что ты постоянно думаешь, что ты должен, рынок тебе что-то должен, и Мгм. вот если ты сегодня не заработал, то условно чем ты там будешь кормить семью и так далее. То есть, и, соответственно, вот я начал заниматься исключительно историей с трейдингом. Да, у меня были результаты, но из-за того, что я постоянно, то есть у меня там была табличка, сколько я в месяц делаю Мгм. доходности и так далее, и за счет того, что у меня не было какой-то другой деятельности, то есть меня это начало стаскивать, то есть у меня не было тогда еще капитала, особенно после ковида, да, то есть это был Мгм. долг, то есть там долг был больше миллиона рублей по другому направлению. И вот это в моменте, да, то есть меня очень сильно просело. Я тогда занимался только фондовым рынком. Мгм. И вот именно в тот момент, когда просадка по тем направлениям утянула меня и в трейдинге, потому что, ну, то есть и в инвестировании, Да. да, то есть я начал смотреть в сторону крипты. И вот где-то с 2020 года, да, то есть я попал в крипту и прям так уже основательно. Мгм. То есть сейчас ты трейдингом не занимаешься? Занимаюсь, но если в канадской фирме я работал скальпером, опять же, ну, Мгм. то есть мы, наверное, можем говорить, да, вы понимаете, ну, то есть есть разные виды трейдинга. Есть Мгм. скальпинг, это условно Мгм. нахождение в сделке там от нескольких Да. минут до нескольких там часов, Ты там. сидишь целый день буквально и смотришь на график. Да, мне, честно, мои соболезнования людям, которые занимаются этим в крипте. То есть это, ну, то есть это люди, как правило, с отсутствием вообще жизни. То есть, опять же, мы идем в рынки ради свободы, то есть не ради, чтобы себе новую работу найти, потому что если Мгм. я, допустим, на финансовых рынках могу зарабатывать там, не знаю, там 2-5 тысяч долларов, у кого разные, да, то есть капиталы, но при этом просто у меня выгорит вся психика до 30 лет, у меня вообще не будет ну, никакой радости жизни, зачем мне это? Конечно. Потому что когда ты работаешь, ты вечером пришел, да, ты отработал, но ты вечером пришел, у тебя голова этим не болит. Скальперы это немного, ну, то есть, опять же, я видел очень много скальперов с деньгами, но Хм. там вообще отсутствие полностью. Ну, вообще, знаешь, как бы инвесторы с таким громким именем все говорят, что трейдинг, ну, лучше туда не суваться, и все равно как бы находятся люди, которые занимаются этим. Вот. Опять же, я полностью поддерживаю таких людей, потому что трейдинг обнуляет 99% людей. Особенно люди, которые сейчас идут в крипту. То есть крипта — это высоковолатильный рынок. И опять же, я начинал в крипте не с трейдинга. У меня был опыт трейдинга, хороший опыт. Ну, то есть прям
порядка там 2 лет в профкомпании, где меня Мгм. жестко дисциплинировали. То есть, условно, если ты что-то нарушаешь, систему Мгм. свою торговую, тебя просто выгоняют. То есть Мгм. у тебя нету права продолжить. И это очень хорошо. То, что не могут себе позволить новички на рынке. Почему? То есть я объясню, трейдинг это история с вероятностью выигрыша, то есть 1%, 1-2%. Вот фьючерс. То есть в инвестициях у нас статистика какая? 20% зарабатывают, 80% теряют. В крипте Да. эта статистика, наверное, поменьше, потому что Мгм. тут мало того, что надо заработать, рынок тяжелый, да, то есть, Мгм. но еще и сохранить капитал. В трейдинге эта статистика реально вот, 5 на 95, 5% зарабатывают. И это действительно так, потому что когда люди приходят, они, во-первых, не подготовлены технически, да, то есть они приходят, там, не знаю, с телефоном. Я не говорю, что для трейдинга надо там 5 мониторов, как это, ну, ну, по Ну, крайней один мере, большой, да, хотя бы. да, но, по крайней мере, когда я работал, у меня так было. То есть, но когда ты приходишь с телефона, Мгм. ты новичок, ты планируешь забрать деньги у профессиональных игроков, которые на этом рынке условно там 5-10 лет. А, Ну, то есть, да, трейдинг, ну, как сказать, глупое заблуждение, что многие люди считают, что там трейдинг — это действительно работа мечты Мгм. с одной степени, но очень глупо предполагать, что трейдерам деньги даются легко, да, то есть что ты сидишь там на кнопочке нажимаешь, и тебе деньги капают. Нет, это Мгм. абсолютно не так, потому что это вообще, такой жесткий тренажер личности, который вот полностью отсвечивает твое внутреннее состояние. То есть если ты а, готов забирать эти деньги, тебя никто не Мгм. ограничивает. То есть рынок — бездонная бочка денег, по факту. Можно вытащить сколько угодно. Но почему тогда не все богатые, да? Почему мы, опять же, это, наверное, история выжившего, да? То есть мы как в казино, наверное. Мгм. Мы не знаем, мы, наверное, знаем, но мы часто слышим о том, как люди выигрывают в казино. И мы Ну часто да. слышим о том, какие трейдеры богатые и успешные. Мы часто слышим, какие люди в крипте. Ошибка выжившего, да? Да, то есть мы Ну да, очень... нам, получается, не рассказывают истории Жадность и тех, страхи, как бы, да, это и истории тех, есть самое кто, сколько главное. людей там вышло, наверное, в окно из-за этого. Да-да-да, потеряли все. Вот. Мы, то есть, да, мы этого не получаем. Ну, то есть, по крайней мере, я какой вижу новостной фон. В крипте все зарабатывают, в крипте все Мгм. богатые, Мгм. а в крипте, то есть, смотри, как выросли мои инвестиции. Ну, то есть, и это ложь. Это реально ложь, потому что, то есть, видя этот рынок со стороны и понимая, то есть, что, допустим, тот же трейдинг, для нас трейдинг — чистое казино, и Мгм. люди, которые понимают, что рынок с точки зрения краткосрочных торговли, то есть вот мы занимаемся трейдингом, да, но мы сделку можем держать, то есть у нас свинг торговля. То есть мы можем открыть сделку, держать ее там от нескольких дней до нескольких недель. Мгм. То есть вообще по факту все это трейдинг, инвестирование, когда мы инвестируем в рынок там и покупаем осенью, а продаем, допустим, через 7-8 месяцев, это тоже можно назвать Ну да. Ну да. трейдингом, позиционным трейдингом. То есть мы не Уоррен и Баффет, которые там инвестируют. Кстати говоря, про Уоррена Баффета, он как раз-таки хейтит крипту. Мгм. И вот ты как инвестор сначала начинал именно с фондового рынка Мгм. же. Наверняка ты сначала ориентировался на таких, как Баффет. Ну, это само собой. И либо же Ну, ты старался все-таки поспекулировать где-то, вот, легкий способ найти. Дедушка Баффет — это, конечно, легенда, ну, то есть инвестиционного рынка. Мгм. Я не могу сказать, что я на него ориентировался, хотя, может быть, наверное. Я просто много что тогда читал, опять же, там, Питер начиная... Линч. Что-что? Питер Линч. Да, 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 но это там «Разумный инвестор», но это такие книги, Мгм. да. Ну, Питер Линч, кстати, крутая, да, литература. Вопрос просто в том, что, опять же, вот как и в трейдинге, да, то есть это если эти темы поднимать, люди... Что дает крипта? То, что происходит на фондовом рынке десятилетиями, в крипте происходит День. за 2-3 года, за 4 года. Цикл. Мгм. То есть то, что на фондовом рынке условно с 2008 года там провалилось, да, то есть S&P, оно отрастало там несколько лет. И я думаю, Мгм. есть шансы, что скоро опять упадет, да, то есть потому что все, что происходит там с компаниями, да, то есть сколько они стоят, ну, то есть это что... Ну, да, я тоже слышал, что вот эти прогнозы уже на несколько лет, уже в прошлом году ждали, что Да-да-да, будет мы все, это. вот мы на пике, скоро Да, да. упадем. Ну, просто сам факт того, что, допустим, какая-то одна компания стоит больше, чем вся экономика
экономика там другой страны, ну, то есть это явно что-то не так может быть. Но возвращаясь там к а, инвестированию, да, то есть почему люди идут в крипту? В крипте быстрее идет разгон твоего капитала, Мгм. и люди на это ведутся. Как, опять же, говорил Баффет, люди не готовы долго богатеть. То есть Баффет сделал свое состояние после 50 лет. То есть до 50 лет у Мгм. него, опять же, там по сложному проценту, если смотреть, Да-да, как он там делал. вообще выхлопа почти не было, Да, то да. есть он шел вот так медленно, 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 да, то есть Это надо еще прожить столько. да, и потом просто, кто хочет, ну, все хотят там, не знаю, там ламбу, все в крипте хотят ламбу, Мгм. кто хочет ее в Ну, не в 60 50-60, лет, да. да. И, ну, то есть люди не хотят долго ждать. Опять же, это ошибки, ну, как сказать, я не могу сказать, что богатеть быстро это плохо, но многих вот эта жажда быстрых денег, она, Мгм. ну, то есть она банкротит. И, соответственно, ну, то есть, да, Баффет хейтит крипту, наверное, ну, да, вот, но я все-таки, почему там мы в крипте, мы просто лучше понимаем этот рынок, намного больше Мгм. понимаем и понимаем, кто стоит за этим рынком и как вероятно этот рынок, почему он растет и падает в определенный момент. Это с точки зрения инвестирования. Мгм. Вот, и, соответственно, ну, то есть это дает возможности. Скажи, а вот на фондовом рынке больше 80% торгует искусственный интеллект сейчас. Мгм. Что с криптой? То же самое? Но, Просто если 80% рынка забирает искусственный интеллект, роботы на там световых скоростях, можно сказать, мгм. как быть вообще трейдеру в такой ситуации? Мне Ну, кажется, это заведомо проигрыш, разве нет? На самом деле, то есть у нас тоже есть такие мысли, что вообще все это, ну, как бы искусственный интеллект, у нас вообще есть понимание, что, может быть, мощностя для майнинга Мгм. создавались для того, чтобы потом эти оборудования, которое майнит, Есть такое, да. да, чтобы сейчас все это под искусственный интеллект. На самом деле, да, то есть очень много роботов, но тут какой момент, что когда мы, допустим, торгуем, то есть мы не конкурируем с роботами. Мгм. То есть у роботов есть высоко там алгоритмичные роботы, да, то есть которые работают просто внутри там, не знаю, минутного таймфрейма. То есть они все по-разному настроены. И рынок большой, да, то есть и, ну вот в нашем понимании, то есть пока в любом случае рынки — это люди, в любом случае. То есть за рынками стоят, ну то есть психология, человеческие действия. То есть А робот это не считывает. Он просто робот не делает по может алгоритму. считать, да, какие-то моменты, и, соответственно, да, роботы будут, и они будут развиваться, и они будут забирать свой кусок пирога, но все равно, ну, то есть люди, которые боятся, Мгм. и люди, которые в экстремальном находятся жадности, да, то есть в экстремальной жадности, они всегда будут, и, соответственно, на этом, собственно, и Мгм. работает рынок. То есть, получается, вы на разных волнах как бы и друг друга не Ну, в касаетесь. моем понимании, да. Опять же, почему мы не занимаемся скальпингом, да, то есть, Потому что там уже все ну, потому что нельзя, вот люди, которые пытаются предсказывать графики на там день вперед, всегда ошибаются. всегда ошибаются. То есть невозможно. То есть если человек говорит, что я точно знаю, куда пойдет завтра цена, ну, типа это, Это как кинуть, да, орел и решка. да. Мгм. Ну, М, интересно. Мы как бы тоже вот хотели попробовать начать инвестировать в крипту. Ну, я в крипте вообще не разбираюсь. Мы пока что, как ты несколько лет назад с фондового рынка вот начинал, мы пока что там. Но хотим попробовать. И как раз у нас есть сейчас такая Да, у нас возможность. есть как бы Есть, человек, который получается, занимается и инвестирует в проекты. как бы. Но если, опять же, да, то есть, Но он инвестирует в их где-то в 30 разных проектов, потому что ну, из 30 парочка, а может быть и один всего лишь стрельнет. То есть такая статистика. Не просто ты приходишь там, закинул куда-то в один проект и сидишь и ждешь. То есть он каждую неделю постоянно как бы, ну вот у него есть как бы алгоритмы, которые он себе придумал, и вот он инвестирует там в неделю определенную сумму в разные проекты, всегда подбивает. То есть не так, что один проект и все, и ты сидишь и ждешь. Вот. Я думаю, у вас что-то подобное но тоже. тут, опять же, если говорить про то, как начинать новичку, то я Мгм. бы, конечно, бы вообще, ну, то есть если говорить просто, мы ждем роста рынка Мгм. сейчас, альткоинов по большей части, потому что, опять же, это такая тема интересная, с которой многие не согласятся. Мы не сильно видим рост битка дальнейший. То есть Мгм. сегодня у нас биткоин стоит в районе
70, то есть это all-time high прошлого Мгм. цикла, и мы не видим роста по битку какой-то грандиозный, как это многие ждут. Но если мы говорим рост альткоинов, то да, мы отбираем фундаментальные монеты, и мы в них инвестируем. А, Ну вот если тут нужно подробнее, наверное, вопрос в том, как мы это делаем. Ну, то есть отбираем монеты. Но вот опять же, если вы говорите, что я там, ну вот, хочу начать в рынке крипты и так далее, я начинал в рынке крипты без инвестиций. То есть, как бы это ни было странно звучало, я не знаю, вы Мгм. слышали что-то про заработки без вложений вообще на крипте? Это хомячки, которых ты... Это сейчас, когда пошел хайп, да, то есть это как ноткоин и так далее. Нет, Да-да. мы в этом не участвовали никогда, но опять же, Где-то раздают определенное количество бесплатно, ты их держишь, они выходят. условно, как это было у нас вообще? Мгм. Почему я попал в крипту? Потому что когда у тебя нету капитала большого, Мгм. ну как большого, хотя бы какого-то, то есть $500, $1000, это ну, небольшой капитал, это не инвестиции, то есть Мгм. там биткоин не сделает миллионером, хотя многие, возможно, и в это верят, но когда у тебя нету капитала, тебе надо создать свой первый капитал. Когда у меня были знания в трейдинге, но у меня не было капитала в 2020 году, то есть это, ну, я не мог как-то на этом рынке работать. Сейчас на рынке мы действительно ожидаем роста, да, то есть ну, то есть это, наверное, такая глубокая аналитика, почему мы в какие-то моменты ждем роста, а в какие-то моменты мы, наоборот, ждем падения, да, то есть, и, как правило, мы действуем против мнения большинства. И та же самая история там, ну, по биткоину и так далее, да, там многие люди, там вот недавно даже выступая, да, здесь Мгм. сидели два человека, то есть, которые намного дольше, чем я в крипте, да, то есть с 2017 года, но у нас разные мнения, да, то есть, Мгм. как правило, не всегда эти мнения совпадают, но вот на дистанции последних 4 лет мы, как сказать, угадываем, да, то есть я не скажу, что мы точно знаем, но мы угадываем, и наши Хм. вероятности, да, то есть они отрабатывают. Что касается монет, то есть если бы я шел бы в крипту, вот начинал бы, да, я считаю, сегодня у нас, да, то есть 24 год, май, да, то есть я считаю, что, ну, то есть альткоины покажут себя в ближайшей перспективе, там, Мгм. этого года, да, то есть что будет потом, будем смотреть, но я думаю, что этот рост, он может быть сильным, но не прям уж таким долгим. На фондовом рынке есть такое правило. Если тебе парикмахер советует купить ту или иную акцию, то пора продавать. Что скажешь по поводу крипты? Но в крипте это работает, наверное, еще больше. Собственно, почему там я в свое время выбрал рынок крипты в том числе, да, во-первых, там понятное дело, что это все более там свободно, да, там хранение капитала у тебя там все это лежит на твоих кошельках, а не где-то на брокере. Но в первую очередь то, что понимая рынок крипты больше в плане вот эмоций, рынок меньше, и, соответственно, да, когда у нас были максимальные рейтинги по забросу биткоин там в Яндекс там и в Гугле, да, то есть это осень 2021 года, осень и весна 2021 года, когда у нас были Мгм. максимальные отметки по всему, по альтам и так далее, да, то есть тогда активно ритейл-игрок шел и покупал, то есть покупал, брал кредиты и так далее, да, то есть что мы делали тогда, это очень максимально сложно выйти с рынка, то есть, но есть такое понятие, да, что если тебе кажется, что условно рынок будет расти бесконечно, и ты завтра вообще там купишь себе все, о чем ты только мечтал, то это самое подходящее время, чтобы с рынка Мгм. выходить. Момент, когда тебе кажется, что это будет падать бесконечно, и что все, что ты покупаешь, условно превратится в ноль, и это самое ну, лучшее время, чтобы делать инвестиции. И на рынке крипты это работает исключительным образом, потому что когда, опять же, да, то есть мы с вами говорили про то, что этот рынок чей-то, и Мгм. имеет только значение, кто в конечном итоге соберет все фишки со стола. И когда мы говорим про рынок крипты, это определенно чей-то рынок, да, то есть мы не будем даваться подробности, но мы приблизительно понимаем, кто за этим рынком стоит, и, соответственно, когда мы играем в эту игру, да, то есть мы садимся за этот стол, нам выдают фишки, да, то есть и в какой-то определенный момент нам даже могут дать фишек на стол больше, и мы, Мгм. и мы будем в прибыли, да, то есть и так было в 2021 году у многих, да, то есть и Мгм. тогда все говорили за крипту, и людей массово загоняли, то есть прям, ну, то есть последний вот такой, наверное, самый известный, это кроссовки Степан, то есть, наверное, вы слышали, Который в NFT? ходи и зарабатывай. Да, Да. точно, точно, да. То есть для того, чтобы ходить в этих кроссовках, нужно было купить монету Solana. Solana, которую кто-то 3 года назад купил там в 4, в 5 тысяч раз дешевле. Вы просто вдумайтесь. То есть она стоила для фондов там в размере 4 центов. Обычный
человек, физлицо, мог купить ее по 20 центов. Когда вот этот хайп пошел, да, то есть это уже было конец бычьего рынка. Для того, чтобы купить кроссовки, людям надо было покупать Solana. Что это? Это то, когда в эти кроссовки ходили все. То есть абсолютно. То есть мы не ходили, мы не занимались этим, потому что это на самом деле, ну, то есть это вот хайп, и не виноваты в этом люди. В этом делается все возможное, чтобы, ну, то есть, когда, условно, все твои друзья ходят, у тебя складывается ощущение, что, блин, ты какой-то, а ты работаешь, ты дурак. Ну, то есть все зарабатывают, один я не зарабатываю. И с биткоином ровно та же самая история. То есть делается все возможное, то есть и информационный фон. Ты заходишь там, куда там, Facebook, да, то есть там в Twitter, да, то есть в YouTube, все рассказывают о том, как они много зарабатывают. И, как правило, сейчас такого нету, сейчас меньше. Это появится. Вот если сейчас альткоины вырастут, вы, ну, то есть вы будете наблюдать очень много новоиспеченных инвесторов, и они все будут условно, ну, то есть говорить, а больше это будет делать, ну, то есть глобальная медиамашина. И да, действительно, мы на это обращаем внимание очень сильно, потому что мы сами такие же люди, то есть просто мы отличаемся немножко более опытом, наверное, и просто пониманием, как работает рынок. Но рынок по факту ездит на двух эмоциях – страх и жадность. И когда, ну вот моменты, когда мы покупали, то есть даже есть ролик на Ютубе, это то, что можно как, наверное, точно подтвердить, да, то есть когда биткоин стоил в районе там 16 тысяч долларов, было всем страшно, все ждали 10 и так далее, да, то есть были, с нашей стороны были покупки, мы очень много покупали в тот момент. В моменты, когда наоборот появляется эйфория, опять же, то есть это видно не только там потому, что ты там условно видишь там в соцсетях и так далее, нет, есть же различные ресурсы, которые показывают тебе там, ну, тот же индекс страха и жадности. Это такой банальный инструмент, но он явно недооценен. То есть даже если бы люди просто обращали внимание, ну, какой сейчас фон психологический на рынке, то есть только на этом инструменте можно там на одном только биткоине делать было по 100-150% в год. Покупать, когда всем страшно, и продавать просто, когда этот индекс заваливался. И это реально работает. Вот. А что сейчас? Людям страшно? Сейчас, ну, то есть я давно не смотрел, но я думаю, что этот индекс сейчас где-то на отметках 75, возможно, 70. То есть это не экстремальная жадность, но это жадность повышенная. Но опять же, у нас и биткоин вырос с 26 осенью до 70. Но, опять же, мы сейчас покупали, да, то есть покупали альткоины после того, как мы немного их распродали, да, то есть по апрелю. Почему? Потому что, опять же, можно было видеть, как, ну, то есть насколько вот эти индексы были в моменте завалены. То есть все очень сильно выросло, и это настроение большинства. То есть большинство, опять же, о чем мы говорили, да, с вами, то, что большинство на этом рынке потеряет, к сожалению. И большинство покупает тогда, когда это психологически удобно. То есть вот сейчас люди не особо покупают. Если мы говорим про новых игроков, их нету. То есть сейчас самое время покупать. Ну, так Не грубо биткоин. скажем. Я бы биткоин не покупал. То есть явно там биткоин по 70, то есть, ну, вот мое личное мнение, я продал весь. Да. Ну, то есть покупая по 15, мы продали весь. Альткоины, да, опять же, тут надо понимать, да, то есть, что не о каких-то, ну, то есть кто-то делает ставку на там собачек. Игра на понижение. Да, то есть мы считаем, что, да, рынок альткоинов, фундаментальных альткоинов. То есть у нас буквально там пару дней назад, да, то есть было понятие спотового эфириума ETF. Да, его приняли не полностью. Там, да, опять же, тут две формы. Одну приняли, одну нет. Соответственно, это позитив. Но позитив, он, возможно, не такой долгий, да, потому что в тот момент, когда нужно будет рынки обвалить, соответственно, будет совершенно другая новость, которая точно так же пойдет рынок. Я считаю, что да, рынок альткоинов сейчас явно недооценен. Как минимум биткоин стоит 70. Многие альты, фундаментальные альты, да, то есть находятся у своих, можно сказать, минимумов. И если мы говорим про технологию, и, ну, то есть если кто-то создает проект, как фундаментальный проект, а мы знаем такие проекты, да, то есть и там, не знаю, там Polkadot проект, да, то есть в основании которого стоит Гэвин Вуд, да, то есть это человек, который был соучредителем эфира и там язык Solidity, да, который он создавал. То есть это явно человек, который не создает лягушку, чтобы просто похайпить, то есть он создает технологию. Соответственно, когда мы инвестируем в такие проекты деньги, то мы понимаем, что, ну, то есть
рано или поздно он все равно будет расти. Да, вопрос во времени, когда он будет расти. Ну, когда проект условно, ну, там, был в 2021 году, стоил в разы дороже, тогда можно было думать, да, то есть покупать или нет. Если мы сейчас идем, если мы вообще идем на эти риски, потому что в любом случае, когда мы инвестируем куда-то, мы всегда рискуем потерять все, неважно. Да, есть там недвижимость, но и ее можно потерять, да, в зависимости от того, где она находится. Ну Но да. когда мы идем в рынок крипты, это high risk рынок. То есть это рынок с большими возможностями, но и с большими рисками. Это всегда важно помнить. Мгм. Но когда мы инвестируем, и мы понимаем, что если этот проект не мошенничество, если это не скам, он в любом случае вырастет. Вот смотри, вот ты говоришь, что это риски, это все понятно. А вот смотри, инвестируете вы как-то консервативно, ну, то есть хотя бы там, ну, 20 или 10% от капитала вашего в какие-то инвестиции, в которых, ну, более-менее стабильно, как золото, может быть, недвижимость там. Да, однозначно. То есть и есть такой момент, вот особенно трейдинг, просто у нас я не сильно различаю трейдинг и инвестирование, но все равно Мгм. и разница есть, да, то есть одно дело, когда ты купил и ты можешь полгода держать, а другое дело, когда ты заходишь в позицию. Но ключевое, опять же, правило любого адекватного инвестора и трейдера – это выводить деньги с рынка. Тем более, когда мы имеем дело с криптой. То есть крипта – это, ну, то есть условно есть там облигации, да, то Мгм. есть есть и там, да, есть недвижимость, там есть золото, да, то есть по рискам. И, соответственно, крипта – это самый рисковый рынок. Ну, Мгм. я думаю, что это один из самых рисковых рынков. Соответственно, когда мы работаем на высокорисковом рынке, первое, о чем мы должны думать, если у нас получается генерировать здесь профит, то мы должны где-то условно создавать фундамент в реальном мире. Мгм. И я не могу сказать, что я сильно разбираюсь в недвижимости или в золоте, да, то есть, наверное, нет. Но и выводя деньги отсюда, да, то есть я покупаю недвижимость, да, то есть, ну вот какие-то объекты, которые точно, ну то есть могут создавать тебе фундамент, и если условно ты занулишь здесь весь свой капитал, а Мгм. такое, я слабо верю, что такое может произойти, но оно может произойти, да, то есть на рынке может быть все что угодно, и не знаю, Ну, многие от жадности делают реинвест, думая, что заработают еще больше. Да, это сложный процент, и он тоже Мгм. так работает, и мы так работаем. То есть момент такой, что когда у нас получается делать профит на инвесте, то есть у Мгм. нас, ну, вот начиная с 22 года, то есть можно прям посчитать, что там один раз удалось капитал увеличить 2,5 раза за полгода, потом мы там побыли в сторонке, осенью зашли, вот 23 года, да, то есть Мгм. опять у нас, ну, то есть почти в 3 раза вырос портфель, то есть это много. То есть да, если растягивать на год, это Мгм. где-то, ну, то есть это 200%. Ну смотри, ты, получается, сколько? 4 года уже прям плотно этим В занимаешься? рынке, ну да, да, Вот у 4. меня такой вопрос сразу возникает. Вот, мы недавно говорили про удачу, Мгм, и как раз вот есть такой инвестор на фондовом рынке, Питер Линч, мгм, который вышел, ну, как бы победителем. мгм. То есть он добился какого-то успеха, вышел, и, ну, и к нему вопросов нет. Но что было бы, если бы, допустим, он остался еще на 10 лет? Без злобы смог бы он такие же ну, результаты показывать, как он свои 13 лет, которые он инвестировал, пока он руководил этим. Ну, вот опять же, да, то есть, во-первых, то, что было на истории, никогда нам не показывает будущее, Мгм. точнее показывает, но и мы очень часто там смотрим фракталы, я вам даже, наверное, можете удивиться, но такой момент, если вы откроете индекс NASDAQ Да. Мгм. за 2000, с 2000-х годов по Мгм. 2010 год, или там по 2012. Просто скопируйте его и нанесете на график биткоина, Ага. вы будете очень сильно удивлены, что Перетекание? они идут идентично. То есть Идентично. если вы там, не знаю, в январе 22 года просто взяли индекс NASDAQ и нанесли на график биткоина, вы бы видели полностью все, что может происходить с Серьезно. биткоином. И оно совпадает до сегодняшнего дня идентично, один в один. То есть полностью, ну не Без один в один, изменений прям. движения идут. Мгм. То есть где падение, где отскок и так далее. Это, к слову, о том, кто, вероятнее всего, стоит за рынком биткоин. Момент такой, что вот Питер Линч, да, то есть я очень давно читал его книгу, но, по-моему, он рассказывал о том, что как отобрать, ну вот, как сказать, супер монеты, суперкары, которые могут Мгм. сильно выстрелить. Мгм. Вот, и тут на рынке, то есть вот мы начали говорить про недвижимость. Это лесенка. То есть есть еще книга другая «Воспоминания биржевого спекулянта», где человек, наоборот, Знаю такое, да. покончил жизнь самоубийством, и там, ну, то есть и он рассказывает свой опыт. Почему так? Потому что
опять же, жадность и страх, да, то есть и когда мы не выводим деньги, это тоже Жадность. своего рода жадность, да, то есть и Мгм. страх недозаработать еще. И это все укладывается в систему. То есть если правильно прописанная система, то есть какая система? Если я заработал, я купил, не знаю, iPhone. Это не, ну, то есть с точки зрения инвестиций, это выброшенные деньги. Ну, то есть, Да. ну, с точки зрения инвестора, Мгм. по Это факту. не актив. Это не актив, да, то есть, но я специально говорю про iPhone, что это не актив, но этот iPhone у тебя уже хотя бы рынок не заберет. То есть, если ты его вывел, да, лучше, конечно, хотя бы там недвижимость. То есть, да, это не супер доходная инвестиция с точки зрения там кэшфлоу, но когда мы, вот про нас, я говорю про себя, я ничего кроме недвижимости не придумал пока. Ну, то есть я не Мгм. знаю. Можно инвестировать там еще, наверное, скрипты, деньги, фондовый рынок переводить, можно там еще во что-то. Когда мы работаем на крипте, это high-risk рынок. Мгм. Вот деньги, которые отсюда выводятся, они должны быть вообще в безрисковом состоянии. Я понимаю, что недвижимость, которая там куплена, там даже никто не живет. То есть Мгм. я, ну, то есть никак вообще это не монетизирую. Мне это не надо, но эти деньги никто не отберет. Ну, то есть, То есть Сохранение. ты да, просто, получается, держишь недвижимость как, ну, Ну, как ты как в игре подушку босса денег, прошел, да. те, получил XP-шки и сохранился. ну да, то есть вот опять же, да, то есть мы затрагиваем такие темы, как, ну вот я это сейчас объясняю, то есть вопрос про Питера Линча, да, то есть он вовремя вышел, а кто-то, Мгм. допустим, книга «Воспоминания биржевого спекулянта», он не вышел, да, то есть, Смотри, я поправлю. Вопрос не то, что про Питера Линча. Я мгм, просто его в пример привел, как то, что у него был хороший показатель за тот промежуток мгм, времени. И сейчас говорим о том, что вот у вас получается, например. мгм. И как ты считаешь, удача ли это или это реально экспертность какая-то? И будет ли это работать на долгом промежутке, либо это вот за короткий промежуток просто вот так случилось? Это хороший вопрос, на самом деле, опять же, в инвестициях, наверное, нельзя быть излишне самоуверенным, потому Мгм. что рынок ставит на место всегда, как сказать, ты должен уверен быть, что ты делаешь, иначе ты не будешь инвестировать. Но люди, которые пытаются влиять на рынок, они на этом рынке не задерживаются. У нас действительно очень хорошая доходность, потому что, ну, там, у меня очень хорошо удалось увеличить капитал. Но почему так? Потому что есть ключевые моменты, которые отличают, я считаю, нас от многих инвесторов. Та же недвижимость. Это по факту лесенка, которая вот сейчас я же жду, что рынок будет расти, но я не Мгм. пойду продавать недвижимость, чтобы инвестировать в рынок. Нет, хотя я верю, что рынок будет расти. Почему так? Потому что это позволяет мне психологически совершать правильные действия. То есть не маленький капитал в крипте, не маленький. Да, я мог его еще увеличить, потому что по факту, наверное, ну, то есть процентов 40-45 моего капитала находится в крипте. То есть это, ну, то есть это хорошая ставка на рост. Но если брать весь свой капитал, даже если ты окажешься прав, ты по-любому продашь раньше времени. Я Теслу Мгм. когда продавал, это же тоже ошибка своего рода психологическая, да, то есть Упущенная да. возможность, да. И сейчас на рынке то же самое. Многие люди комфортно пересиживают, когда у них там минус 50% по портфелю, комфортно пересиживают, но когда у них условно плюс 30% к их депозиту, Мгм. их это очень сильно нервирует, они хотят продать все. И, Мгм. соответственно, ну, то есть, опять же, я такой же человек, и у меня та же психология, но почему мы на рынке профитны? Потому что мы, несмотря на то, что нам в какие-то моменты страшно, мы волнуемся, но за счет системы, то есть мы делаем правильные действия. И вот отвечая на Мгм. вопрос, удача ли это или это все-таки системность, я думаю, что это системность. Ну, то есть понятно, что на рынке все что угодно может быть. Условно, завтра где-то что-то происходит Мгм. в мире, ну, то есть мой портфель просядет. Ну, то есть и я к этому готов, потому что в рынке находятся те деньги, с которыми я подсознательно, я не хочу этого, но подсознательно я Мгм. готов к этому. И моя жизнь не изменится кардинальным образом, ну, то есть если это случится. И вот только с таким подходом, то есть когда, ну, то есть у тебя свободная психика. То есть это вот, ну, с чего мы начинали, да, то есть и психология у всех одна, но просто есть вспомогательные моменты, которые помогают тебе быть сильнее рынка. И, Мгм. соответственно, вот на вот этой дистанции, то есть я могу сказать, что те 4 года, что мы находимся в крипте, то есть это, ну, сложно назвать везением, хотя без везения тут тоже никуда. Ну, то есть Мгм. оно, наверное, определенно есть. Но
мы делали те действия, которые не делали 90% людей на рынке. Покупка биткоина, условно, по 15 900 Мгм. покупали. Ну, то есть, опять же, ну, то есть, у меня просто есть ролик, я почему думаю, да, то есть есть ролик на Я сам YouTube. в тот момент продал, у меня чуть-чуть было Ну, на Binance. ну Ну, вот. там были копейки. И А я мы, продал, когда он падал. а мы закупались полностью. И почему? И даже есть у меня ролик на YouTube, это везение. Он записан 22 ноября 2022 года. Мгм. Это самая минимальная точка по биткоину. Это 15, там, 300 в тот день было. Мгм. И он прям выпущен, этот ролик. Его никто не смотрел, никому не надо было. И когда биткоин стоил по 60, там что хочешь, Там забей, там все, все. да, смотрят сразу. Вот это везение. То, что удалось прям в этот день попасть, ну, то есть это чисто везение. Но то, что действительно, неважно, там, 17, 15, может быть, бы он сходил до 14, то, что это тот момент, где действительно страшно Мгм. уже, но это тот момент, где нужно принимать эти решения. Опять же, если вы Мгм. откроете график NASDAQ, вы поймете, ну, то есть, почему в тот момент, это один из Мгм. этапов, почему можно было, ну, принимать решения. Ну и, соответственно, это давало возможность заработать. Опять же, когда мы инвестируем, у нас всегда есть риск-реворд. Когда ты покупаешь актив где-то около донных значений, ты рискуешь потерять все, но Мгм. заработать ты можешь Ну да. 5-10 раз. Когда ты покупаешь актив где-то уже вверху, Да. ты потерять также можешь все, но и ты и заработать. Вот биткоин сейчас 70 тысяч, ну ты покупаешь его, да, то есть у тебя риск потерять 70 тысяч долларов. Но многие говорят, будет 150. Ну, смотри, у вас получается какая стратегия? Стратегия усредненных инвестиций, то есть М, берешь и дорого, и дешево, либо же вы... Нет, нет, вообще не берем. Получается, держишь на низах, Да, то есть мы готовы... ждешь хая определенного вашего именно, не на весь рынок смотришь, а именно точку, которую вы выбрали примерно, там по процентам. Мгм. Там вы выходите и ждете следующих Опять же, падений. вот мы смотрим, вот мы сейчас весной фиксировали портфель, Мгм. потому что мы видели, то есть еще нету хайпа, на рынке нету хайпа, но мы видим, как люди начали, ну это видно, то есть когда Да, там да. какие-то монеты стреляют, нас это напрягает, ну то есть нам некомфортно. А, С апреля месяца все альты дали минус 50%. Минус 50%. Что происходит с этими людьми, которые зашли Паника. в апреле? Паника. Что Самое даже, время покупать. что происходит с людьми, которые даже купили где-то дешево осенью, и в апреле у них было там плюс там x5 к портфелю, x4, то есть если, ну, смотря какие монеты были, да, то есть все монеты Мгм. по-разному растут. Мгм. И сейчас буквально за 2-3 недели они вернулись с тем же значением, что у них было. То есть они ничего не потеряли еще на этом рынке. Они уже они проигрывают психологически. И, соответственно, если рынок начнет расти, эти люди не досидят до каких-то значений, потому что они вспомнят, блин, у меня уже было X3 по портфелю, а я потом вот это упало все, и, соответственно, сейчас, да я лучше продам все, и выйду с Мгм. рынка. Мгм. Это психология. И, ну, то есть наша стратегия такая, что, во-первых, да, инвестиции сейчас уже это один из ключевых направлений, потому что капитал, когда, да, есть, но мы не, ну, то есть мы не работаем так, что мы просто там покупаем, 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 покупаем. Нет, наверное, у нас капитала не хватит. Ну, так себе могут позволить. То есть вот эта стратегия, да, там как DCA называется, когда просто покупаешь, это, На определенную сумму да, каждую неделю, например. она, возможно, хороша, но она хороша, когда ты фонд, у тебя Мгм. неограниченная ликвидность, ты просто постоянно покупаешь. Ты знаешь, что на дистанции рынки всегда растут. Ты Мгм. рано или поздно ты выйдешь в профит. Но у нас все-таки стратегия такая нет. Мы фиксируемся. То есть мы бывает, когда вообще у нас нету крипты, М. и такое было. То есть, ну, то есть, и бывает моменты, когда мы наоборот прям практически дополна заходим в рынок, там прям на все наши средства. Мгм. Ну, то есть, а усреднение это вообще, ну, в инвестициях это не так страшно, а в Мгм. трейдинге... Ну мы говорим про трейдинг Не, именно. мы говорим про инвестиции сейчас. Ага. Но просто когда мы говорим в трейдинге, я имею в виду, когда мы открываем позиции локально там, Мгм. на день, на два. И вот многие люди, ну, опять же, да, видите, все эти понятия соприкасаются, но когда люди усредняют свои позиции, которые уходят в минус, Мгм. ну, то есть это очень... Ну, то есть это, ну, как понять? Это, наверное, для тех, кто не хочет в этом сильно разбираться, возможно, чтобы
Допустим, ты, если это стоит очень дешево, ты можешь взять больше. Если это стоит дорого, ты меньше потратишь, ну, как бы и меньше возьмешь. Логика такая, что дорого, если будет, ты меньше купишь. Ну, то есть и меньше потратишь на это. В нашем случае. Или я что-то... Нет, в целом я про инвестиции, допустим, ну, в акциях как. Допустим, если стоит там, ну, $10, ты взял за $10, и потом ты можешь взять за $20. Половину, например. Ну, вопрос в том, что если актив дорогой, то его меньше хочется покупать? Или... Ну да, то есть, если он дорогой, ты его купишь, но не так много. Если я правильно Если понял, он дешевый, ты берешь больше. И то есть, тем самым ты усредняешь свою покупку. То есть, и дорого, и дешево взял, но в целом на дистанции ты постоянно покупал. То есть, у тебя он есть, ну, растет. опять же, если мы говорим про альткоины, которые с 22 года падают, то, ну, то есть люди, которые все 2 года усредняли альткоины, находятся в просадке минус 95%, минус У нас 99%. друг на Солане нормально поднял, кстати. Ну, опять же, да, то есть смотря как он заходил. То есть одно дело может быть везение, другое дело, ну, то есть осознанный Ну, вход. я думаю, везение. Если он просто начинал покупать Solana с 260 и до $12, там до скольки она падала, то, опять же, За 2 или за 4 где-то он брал? доллара. Да. Ну, то есть у него где-то вышло сколько? Я точно не помню. Ну, нормально поднял, потому что он там закупал их больше 1000. Но это еще было в 2020 году, вероятнее всего. Ну, да, вот он поднял и вышел удачно, как бы. Ну, это все интересно, конечно. Я думаю, большинству зрителей, допустим, могу сказать по себе, если бы я там несколько лет назад посмотрел бы такое вот, видео, я бы нифига не понял. И такой, вот о чем речь вообще идет. Например, что ты можешь посоветовать Для обычному, чайников. да, человеку, который вообще не шарит в Мгм. инвестициях и в крипте, да и в целом фондовом рынке? С чего бы вот ты начал, так, если бы у тебя вот сейчас была такая возможность? Вот с нуля, например. Ну вот я этот путь проходил с 2020 года, ну как не в инвестициях с 2020 года, а в крипте, да, то есть я, ну, да, понятное дело, что много знаний оттуда, где, ну, то есть я работал, и у меня были знания фондового рынка, они пересекаются. Но крипта Мгм. рынок более интересный, потому что здесь есть то, и чего нету на фондовом рынке, там, разлоки монет, допустим, да, и так далее. И это стоит учитывать. Но я бы начинал бы в первую очередь, да, то есть не гнался бы за быстрым молниеносным результатом, как бы это ни Мгм. звучало так. Люди, которые приходят сюда ради денег, они, ну, то есть мы все здесь ради денег в крипте, но люди, которым действительно интересна технология, они здесь имеют большие шансы разобраться и, ну, то есть как это все устроено, заработать деньги. Люди, которые идут сюда за деньгами, как правило, ну, то есть вот они какие-то этих хомячков нажимают, там, Мгм. ноткоин и так далее, но это не профессионализм. То есть, соответственно, если бы я шел бы в этот рынок профессионально, я бы однозначно бы углублялся бы в техническую часть крипты. Вообще, ну, хотя бы разобрался, как устроен блокчейн, в Мгм. чем там даже разница консенсуса proof of work, proof of stake, да, там биткоин это proof of work, там, не знаю, Solana та же, да, то есть это proof of stake. То есть это абсолютно разные, ну, то есть блокчейны, которые по-разному работают. То есть это помогало бы мне выделяться бы среди тех инвесторов, которые просто приходят на этот рынок, условно идут на какую-то биржу и что-то покупают там. Услышали? Солана, Да, окей. просто по тикеру. Просто Да-да. покупают тикер. Это же вообще, ну то есть как, еще раз, мы приходим на этот рынок, чтобы заработать чьи-то деньги. Мгм. Да, мы, честно, Мгм. ничего не делаем для этого рынка. Мы просто стараемся понимать, что делают создатели этого рынка, и мы на этом зарабатываем. Мгм. Но когда новичок приходит, он должен задать себе вопрос, а я кто? На ком будут зарабатывать или я хочу заработать? Соответственно, погрузиться в техническую часть крипты, как все устроено, то есть что я покупаю. Да, там, если я иду потом в инвестирование, опять же, там тот же Баффет, он же не то, что знал, что он покупает, он и сам участвовал в, ну, как в Построение этого продвижении бизнеса, да. Да. тех проектов, в которые он инвестировал. И в крипте, да, это сложно представимо, если мы говорим про там биткоин, я никак не могу влиять, вообще Мгм. никак. На крупные монеты, на Солану я никак не могу влиять. Но есть и мелкие проекты. Но если я хочу заработать, я должен твердо знать, ну, что я покупаю. И это возможно только с техническим бэкграундом. Ну, то есть Мгм. это не то, что надо быть программистом, нет. Тебе просто хотя бы почитать, как устроено, в чем разница блокчейнов. Опять же, моменты, Solana, как бы я там не смотрел, там, Solana, для меня это неинтересный проект с точки зрения инвестирования.
на этом проекте заработали крупные фонды тысячи иксов. 4-5 тысяч иксов находятся. Иксов это, то есть, ну, если вы Ну да, вложили миллион один, то у вас сейчас миллиард. миллиарды, Офигеть, не да. 1 миллиард. То есть это гигантская сумма. Вопрос, я не понесу туда свои деньги. Из принципа не понесу. То есть и, а, соответственно, то есть это помогает понять, то есть как вообще происходит, ну, то есть вы когда покупаете монету, да, то есть вы должны понимать, ну, Мгм. то есть чем вы владеете. И, соответственно, то есть это ключевое. Опять же, новички, которые идут в крипту, вообще вот, да, мы не говорили об этом, а, я первые свои результаты сделал на заработке без вложений в крипте. То есть и YouTube по этой же теме, потому что и до сих пор я никому не рассказываю про трейдинг, потому что трейдинг занулит практически всех. То есть чтобы заниматься трейдингом, надо понимать, ну, как это работает. То есть это не только чтение графиков, да, то есть мы можем эту тему поговорить, про то, что рынок — это казино в чистом виде, Мгм. но его можно обыгрывать. И я бы, возможно, попробовал как-то извлечь свои первые профит из крипты как-то, возможно, ну, не инвестируя деньги. Проинвестировал бы время, соответственно, попробовал бы где-то что-то понажимать. Да, вот это там Notcoin, ну, то есть мы не участвовали, да, в этом, но опять же, кто-то заработал, но я имею в виду немножко другие направления, как, допустим, тестирование блокчейнов. Вы Мгм. наверняка, может быть, слышали Arbitrium, там, Aptos. Это проекты. Ну, как мы и сказали, что особо в крипте Я знаю, нету. что ну, вот такое слышал. У меня друг, вот эти хомячки есть же, вот $80 вывел. Сидел при этом месяц, тыкал, и я такой, ну, блин, ты это время мог, ну, на что-то другое потратить. Вот, и все как бы. И для меня это немножко, ну, как это сказать, несерьезно, что ли. Вот эти все вещи, которые вот людей заманивают. Я понимаю, к чему это. Да, но я говорю немножко про другие вещи. Нас не интересуют вот эти ноткоин, мы не Вам участвуем. проекты, да, которые Когда разрабатывают новые технологии. какой-то блокчейн выходит, и Мгм. ему нужны люди, чтобы эти люди скачали, допустим, кошелек и попробовали в этом блокчейне, который еще не существует для обычных пользователей, Мгм. совершил какие-то транзакции пользователи. Они просто тестят его. Как бы. Они тестят его. Суть в том, что это не системный способ заработка вообще. То Мгм. есть, но вопрос, опять же, там, я рассказывал, да, то есть есть ролик, 4 минуты длится ролик. Тебе нужно скачать кошелек, запросить туда тестовые монеты, совершить одну транзакцию. Спустя там месяц тебе на кошелек приходит в районе $1500. То есть Мгм. приходит не долларами, а приходит В виде монетами. монет. $1500. Вопрос. У людей, у которых нету капитала, либо капитал $500, Чем ты а рискуешь, да? что они делают? Они лезут во фьючерсы. То есть они лезут, берут плечи. То есть что такое плечи? Это Кредитное плечо. займ. То есть ты по факту, ну, опять же, если говорить такими понятиями, да, то есть ты берешь у Вселенной то, чего у тебя нету. Мгм. Соответственно, даже если ты заработаешь в моменте, Вселенная у тебя все равно это заберет. Ну, то есть это 100%. Когда Минус ты... на минус будет минус. Да, то есть будет ноль, да, то есть хорошо, хоть в крипте в минусы не уходит. Что мы имеем, когда мы говорим про заработки без вложений? Это по факту возможность с нулевыми рисками попробовать извлечь прибыль. И, ну вот, я сейчас, опять же, да, мы говорим как есть, то есть я думаю, что потихонечку это уже заканчивается эра, потому что, опять же, очень много людей сюда пришло, хайп, да, то есть где хайп, там нету денег. Но эти возможности были в начале, то есть, ну вот, и сейчас они есть, то есть регулярно раз в полгода какой-то проект раздает в среднем там по 2-4 тысячи долларов. Вопрос, если у человека нет денег, можно сделать 10 кошельков, да, то есть и получить 10 раз больше денег. Когда у человека вообще нету капитала и попробовать вытащить, не вкладывая сюда либо вообще ничего, там тот же Aptos, не вложено было ни доллара, либо какие-то минимальные вложения там, ну реально минимальные там, и попробовать вытащить там 10-15 тысяч долларов, это для кого-то это могут быть там, как это называется, life-changing money. Мгм. Потому что когда у тебя вообще ноль, тут у тебя 10-15 тысяч. И это же, ну, эти Ну кейсы, там и соблазны тоже есть. соблазны, В моменте типа, а что, если я чуть-чуть закину? да, но опять же, если человек подходит осознанно, просто это мой путь, вот Мгм. как я шел. То есть я начал первые проекты еще делать, ну, вот когда это не было хайпа. Это было начало 21 года. То есть то, что меня вот прям очень сильно привлекло. И, ну, то есть эти проекты давали, и они сейчас дают, там, Starknet недавний, да, то есть не так много раздали с точки зрения, там, ну, мы не так много и делали, будем Мгм. честны, вот, то есть я имею в виду кошельков, но они же раздали, то есть и даже там, ну, это вертолетные деньги.
И То даже есть если ты ты... сейчас говоришь, что в крипту можно прийти с абсолютным нулем и, получается, потом стать как ты, путешествовать по миру на инвестициях в крипту и не работать в найме? Но, Сейчас, но сейчас здесь уже вырубают просто. тут момент какой. У меня не все было так просто, да, то есть, ну, Мгм. вот, как сказать, я вот когда начал, с чего мы начали, да, то есть, что в момент, когда я ушел отовсюду, со всех там других направлений, Мгм. работ, и погрузился только в это, в моменте, да, то есть у меня образовался вакуум, то есть денег нету, ну, то есть капитала нету большого, расходы идут, ты арендуешь квартиру и так далее. Это не очень хороший пример. То есть я бы параллель, там, допустим, с работой, начал бы как-то развиваться в крипте с точки зрения знаний, не денег, то есть, Компетенции нарабатывать, да, да. не слушать блогеров, которые рассказывают, что купить, да, то есть, потому О, что их они, очень много, кстати. да, они много чего говорят, то есть толку нету, да, то есть 90% на рынке, да, то есть, как правило, это люди, которые не понимают, что они делают. Воздуханы. Ну, опять же, не знаю, да, то есть, насколько так правильно говорить, но я бы разобрался, то есть я бы проинвестировал бы в знания. Способы Мгм. заработка без вложений, вот эти вот, да, то есть, и пусть они, да, сейчас они уже потихоньку, я думаю, будут уходить, ну, мне так кажется, да, то есть, Мгм. потому что, опять же, очень много сейчас уже и курсы на эти темы, да, там продаются массовые и так далее. Сейчас на что угодно курсы делают вообще. Но это возможность для low банк депозитов, да, то есть для маленьких капиталов извлечь. А когда у тебя появляется уже сумма там 10-15 тысяч долларов, ну, то есть это уже можно осознанно в правильный момент рынка, то есть не просто там, опять же, все подряд покупать. Нет, Мгм. а то, что ты веришь, и уже эта сумма, то есть если она вырастет в 2-3 раза, опять же, альткоины на текущий момент, я думаю, они могут сделать и побольше могут сделать, опять же, Мгм. если правильно относиться, да, то есть и понимать, что покупать. То есть и вот он уже какой-то капитал, да, то есть и с этим, если капиталом работать, да, то есть когда капитал появляется, то вот это и есть же вот это, ну, то есть с чего мы начали, то есть финансовая свобода, когда твой капитал может тебе генерировать больше, чем ты можешь тратить, да, то есть и Мгм. вот это начинается уже как бы путь к финансовой свободе. Классно, ты подсветил мне то, чем занимается мой друг. Потому что он меня вечно зазывает в какие-то проекты в Телеграме, Ну вот, всякие игры и прочее, да, но тонны. вот это важно не путать. Вот мы этим не занимаемся. То есть вопрос, вот этот ноткоин, там Но я мы... имею в виду, он, походу, так же, как вот ты рассказываешь, зашел куда-то и ждет раздачи монет, по сути. Это сейчас популярно. Да. Сейчас. 2 года назад, вот у меня, там, вот я говорю, ролик был про Moonbeam. Там вообще это не популярно. Вообще никто об этом не знал. Так они раздали, ну, то есть, они много раздали. Хм. Больше 20 тысяч долларов. Смотри, Получается, сейчас это больше, так как там больше людей, лучше уже этим не заниматься, потому что там, ну, особо ничего не... Вот опять же, так, наверное, сложно сказать, потому что, ну, может быть, у нас просто чуть-чуть меньше стал интерес, потому что когда Мгм. появляется капитал, ты уже смотришь больше Ну вот, да, ну, ты туда. уже Может быть. по-серьезному, как бы, да. Но если бы я шел бы, начинал бы, я бы, ну, то есть, вот давайте так. Какие у вас мысли по поводу трейдинга? Вот есть вот $1000. Вот реально ли там с $1000 сделать? Не, я придерживаюсь того, что трейдинг это ну, чистое казино, и рано или поздно ты на нем потеряешь деньги. И Ну, да, и нет, в основном. потому что у всех людей в голове, да, то есть всем мы привыкли, как нам пытаются рассказать, как ты с $500 сделаешь там десятки, сотни, у тебя будет там дорогая машина, это все, опять же, это все ерунда полнейшая, люди, которые ведутся на это, ну, то есть они вот и получают, что они хотят. То есть трейдинг – это не про расторговку капитала. Когда у нас есть $1000, мы не можем с этого сделать 1000. Я не знаю, как это делать на трейдинге. Почему? Потому что в инвестициях в десятки раз больше сделать с $1000 20 тысяч, в десятки раз больше, чем на Мгм. трейдинге. Потому что когда мы говорим про трейдинг, осознанный, профессиональный трейдинг, это в первую очередь контроль рисков. То есть трейдинг – это торговая система, да, то есть это контроль рисков, и это правильная психология. То есть контроль рисков – это, ну, то есть не создавание такого прецедента на рынке, который бы привел бы тебя просто, ну, условно, там многие люди, да, там, ну, много что с психикой случается, да, кто-то там, может быть, и самоубийством заканчивает. То есть это почему? Когда у тебя нарушен полностью риск. Но так как ты не можешь нарушать риски, ну, то есть, когда ты не нарушаешь риски, ты не можешь из $500 сделать 10 тысяч, 100 тысяч, потому что у тебя ограничен, ну, то есть,
ограничено количество денег, которые ты можешь использовать в этой сделке. Люди этого не делают. Что если у человека $500, он заходит в сделку на 20 тысяч, на 30 тысяч долларов за счет кредитного плеча? А, Мы так не делаем, то есть мы не позволяем. То есть если у нас капитал, там, не знаю, торговый, ну пусть там 10 тысяч долларов, Мгм. мы в сделку физически не можем зайти больше, чем там 10 тысяч долларов. Ну, то есть вы выделяете определенный Да. капитал рискованный, на который вы можете... Максимум там 1% от всего капитала, который теряется в На сделке. рискованные сделки. Вообще на любую. На любую. На любую. То есть если сделка идет не туда, то, ну, физически невозможно потерять больше денег. Если Мгм. мы открыли там 5 сделок одновременно, мы можем потерять 5% от капитала. Соответственно, это о чем говорит? Что неважно, что на рынке произойдет, так как рынок — это казино в чистом виде, Мгм. нас не может, условно, депозит наш не может просесть больше, чем на 5%. Ну, это крутая стратегия. Да, и, ну, то есть это единственный шанс вообще на этом рынке выжить с точки зрения Мгм. трейдинга. И, ну, то есть это то, что не понимают большинство участников рынка, потому что не то, что не понимают, потому что они идут за заработком. И еще раз, трейдинг — это когда у тебя уже есть капитал, да, то есть Мгм. и ты его планомерно, постепенно можешь увеличивать. То есть это реально хороший заработок, если у тебя есть там, условно, 1 000 000, ты делаешь свои там Ну 100 да, тысяч да. Ну, в это месяц. как ты подсветил до этого, что сделать новичку, в первую очередь, это, ну, знания. В первую очередь надо инвестировать в собственные знания, ну, как бы это база уже такая, да, скажем. А люди же как? Люди не хотят этого делать и хотят просто заработать, поэтому так и получается, что массы приходят, хотят быстро заработать, но не получается, потому что они, ну, не получили достаточно знаний, как это сделать. Вот. У меня еще вопрос такой по поводу новичков. Мгм. Допустим, на фондовом рынке есть такая, ну, как сказать, не инструмент, а вот говорят, что если вы не хотите сильно в этом разбираться, хотя бы инвестируйте в индексные фонды, в ETF, то есть по чуть-чуть покупайте, докупайте каждый месяц, ну, скажем, там 10% от своих там, денег. И есть ли такая история, допустим, в крипте, чтобы, если ты не хочешь прям сильно углубляться в это все, чтобы что-то наподобие индексных фондов, может быть, по чуть-чуть там покупать или что-то упрощенное для людей, которые не готовы Ну, по уделять много времени. факту, биткоин для многих людей, наверное, является индексом крипты, ну, то есть как Мгм. индекс S&P 500. И по-хорошему, да, там можно было рекомендовать кому-то покупать биткоин, но в силу того, что, опять же, для нас это неинтересно с точки зрения риска и варта. И, ну, я бы, наверное, больше эфир покупал бы, потому что эфир более недооценен сейчас в паре к биткоину, то есть мне кажется, что эфир явно отстает. Но, опять же, а, я бы его и продавал бы. Ну, то есть, условно, если эфир стоит сейчас там, сколько он там растет, 3700, да, там, наверное, если он будет стоить 6, 7, 8 тысяч долларов, ну, то есть и у меня есть профит, я не вижу смысла не продавать его и сидеть потом еще 2 года, ждать, пока это будет просадка. То есть у нас просто немножко другой подход. Мы хоть и называем себя, наверное, инвесторами, Но но мы мы, трейдим, но если мы, видим профит, да. если мы понимаем, что рынок будет падать, мы забираем, ну, то есть Ну да. и мы выходим с рынка. То есть это нельзя назвать подход наш, потому что, ну и в целом, опять же, если мы обратим внимание, какие были топовые активы там 7-8 лет назад в крипте, там топ, не знаю, 10 активов, сейчас же все поменялось. Есть только биткоин и эфир, остальные Мгм. все активы, они все новые. Соответственно, инвестировать куда-то на несколько лет мы не видим смысла, за исключением некоторых активов. Да, есть какие-то активы, которые мы готовы держать там несколько лет. Мгм. Спросим у тебя такой, ну, финальный вопрос, совет людям. Стоит ли вообще сегодня игнорировать крипторынок? То есть нужно ли людям действительно этим заниматься, или же все-таки они могут прожить свою жизнь, не как бы внедряя крипту в свою жизнь? Вот. Ну, опять же, нету чего-то такого, без чего нельзя было бы прожить, наверное, как и нету каких-то проектов, без которых нельзя там не проинвестировав. Но это, опять же, вопрос, с чего мы начинали, да, то есть Мгм. там, у кого ценность жизни свобода, да, то есть свобода там перемещения, да, по миру, у кого-то это свобода в чем-то другом проявляется, да, то есть я считаю, что просто это инструмент, один из инструментов, который может давать возможность этой свободы, да, то есть и когда
мы приходим там в рынок новичками, да, то есть, как вот мы проговорили, да, то есть разобраться, проинвестировать знания, не гарантировать себе быстрый молниеносный успех, но продолжать развиваться, и успех не заставит себя ждать, да, то есть я думаю, что рынок крипты – это один из инструментов, то есть можно кем угодно, можно бизнесом заниматься, да, то есть просто в моем случае, да, то есть это немножко более свободный вид, ну, то есть извлечения прибыли, Мгм. и который дает возможность, ну, то есть достигать своих целей, возможно, чуть быстрее. Вот. Но опять же, да, то есть если бы я был бы новичком, я бы выделил бы время, да, разобрался, я бы начинал бы с менее рисковых способов заработка и постепенно с увеличением своего скилла я бы уже бы как бы действовал и рисковал, потому что, опять же, да, на рынке бывают моменты, когда риск оправдан, Мгм. когда, да, ты в любом случае можешь потерять все всегда, ну, то есть это мы это не исключаем этот момент, но заработать ты можешь в десятки раз больше. И успешная сделка, да, то есть одна успешная инвестиция тебе может, ну, то есть дать больше, чем там до этого там 10-20 лет жизни. То есть это то, что действительно есть. И самое главное делать это с умом, ну, то есть риски. Всегда просчитывать вероятности в обе стороны. А что если так, а что если не так? Мгм. И если, ну, то есть ты понимаешь, что если пойдет вообще все наоборот, не как ты предполагаешь, и ты можешь там условно, тебе не нужно будет сделать в жизни, потом полностью менять свою жизнь, то я считаю, что эти риски оправданы, и крипта в этом случае имеет место быть. Ну и тем более, я думаю, что мы все-таки еще на той стадии, на котором крипта не является чем-то, ну, повседневным. То Мгм. есть, да, и как интернет, да, то есть когда-то тоже мы считали, что Мгм. это такое, да, там банковские карточки и так далее. Да, крипта, но все равно. И занимается сейчас много людей, кто вообще в блокчейне, но это не все, то есть далеко не все. Мгм. Поэтому как один из инструментов, да, то есть я думаю, весьма смарт-идея. Окей. Круто. Смотри, у тебя есть команда, с Мгм. которой ты работаешь. Может быть, ты хотел бы как-то рассказать о вас вкратце, или же, ну, то, чем вы занимаетесь, вы обучаете крипте, или же вы просто как бы команда у вас сформировалась, и вы просто на рынке как бы зарабатываете деньги, и вам не нужна вот эта огласка, или же... Вот это очень крутой вопрос, на самом деле, да. Спасибо, что вы его задаете. Вообще, почему я здесь, да, Да. то есть, Мгм. ну, опять же, да, получилось так, что вот приехал в Корею, да, мы записываем подкаст, и у меня нет опыта большого медийности, Мгм. но вот этот формат, у меня есть ролик на Ютубе, да, который, кстати, самый больше просматриваемый ролик, там, не знаю сколько, под 40 тысяч просмотров на Мгм. сегодняшний день. Этот Ух ты. ролик записывался, как и все, собственно, просто вот настроение было. Я там показал просто, как мошенник пытается меня обмануть. Ну, и я это записал на камеру. Все. Ну, просто понятное дело, Мгм. что хватает как бы опыта не скамиться на рынке, да, то есть и не попадать на мошенника. Тем не менее, они постоянно не вокруг. Как только у тебя появляется какой-то кэш, ну, то есть капитал, тебя постоянно всячески пытаются со всех сторон так это подограбить. Я записал. Я был настолько мне этот вот со временем начало, ну, то есть мне за год, этому ролику год, ну, 1500 человек мне написало в личку. И пишут они в основном не со словами благодарности, а они пишут с тем, что их только что обманули. И Научи. Мгм. да, не научить, а как вернуть их деньги. То есть мало Ага. людей, которых интересует уже. То есть М. это, опять же, это целевая аудитория, и мой YouTube сначала был нацелен на людей, у которых нету капитала, потому что, ну, то есть Мгм. большого я сам начинал извлекать скрипты, вот профиты с вот этих вот проектов, да, то есть с тестирования блокчейнов. И люди такие же шли. Но потом, когда я начал записывать этот ролик, у меня не было вообще никогда там особого желания как-то медийным быть. Ну вот, не знаю, э, зачем, да, то есть. Но сейчас, понимая, какое количество людей просто скамится в крипте на таких банальных действиях, ну, то есть, и этот ролик подтверждение, там, если почитать комментарии, там, каждый день просто я потерял, там, 2000, я потерял 3. Почему? Потому что я просто базово не смог прочитать, как пользоваться обменом, да, и как что-то купить и продать. То есть это настолько база, о каких заработках идет речь. Первое, о чем нужно думать, это как не потерять вообще хотя бы свои средства. И жалко людей, да, то есть реально очень жалко, но ты ничего не можешь сделать, потому что люди, ну, то есть они вот, ну, они получают Тематически, да? да, и хотелось бы, конечно, глобально, понимая, что ты понимаешь на этом рынке хотя бы Мгм. что-то, да, то есть, ну, что-то, что дает тебе возможность, да, то есть по сравнению со многими, кто вообще ничего не понимает, да, то есть ты пытаешься хотя бы, ну, как
тебе кажется, как мне кажется, да, что понимаешь то, что, ну, позволяет обыгрывать, да, то есть этот рынок, ну, хотелось бы это немножко продвигать. Это не нужно будет всем, потому что люди, которые хотели быстрых, легких денег, да, то есть то, ну, то есть то, чем, ну, то есть я не знаю, как это сделать. Да, возможно, там какой-то airdrop, но это, опять же, больше везения. Но люди, которые хотят быстрых, легких денег, они, к сожалению, также их быстро и легко потеряют. Люди, которые осознанные и понимают, что на этом рынке нужно быть чуть-чуть менее жаднее, наверное, да, то есть чуть более прокачаннее. Ну, соответственно, я думаю, что это, ну, интересно было бы вот таких людей вокруг себя собирать, да, то есть, ну и, соответственно, да, у нас есть команда, нас 5 человек, ну, то есть это, ну, мы занимаемся именно рынками, и вот с недавнего времени, да, у нас есть формат, что мы проводим такое наставничество для своих, то есть это такое 4-месячное полное погружение, начиная от того самых от азов и заканчивая условно чуть ли не психологическими моментами. То есть, ну, прям реально на полном Ну, серьезе. то есть вы сразу как бы подготавливаете человека к тому, что может случиться, как бы. Нет, психологические моменты не то, что ты все потеряешь, нет. Психология на рынке Я играет имею в виду, как ключевую бы роль. Да. вы учите человека реагировать правильно на вещи, А которые без происходят этого на рынке. никак. И вот опять же, даже и вообще в жизни, наверное, без этого никак. То есть мое мнение, что ты можешь чего-то достичь, если ты знаешь, что ты этого достиг. Если ты просто веришь там, ну, это бесполезно. Ты точно знаешь, и ты это получаешь. И да, там на обучение. Опять же, есть YouTube, в котором я бесплатно 10 проектов или 10 или 11 проектов, которые заплатили от $2000. Мы обязательно Да, оставим в описании на ссылочки YouTube. все. Ну, то есть они есть. Да, я не рассказываю там какие-то моменты по рынку, по трейдингу, нет, да, то есть, но те люди, которые, конечно, да, там хотят более углубляться в этот момент, то есть, ну да, мы так под свое крыло берем, но опять же, те, кто действительно готовы становиться профессионалами, потому что где-то что-то хайп, вот эта вот история, это хорошо, хайпы работают, на них можно зарабатывать, но это не про историю там на 5, на 10 лет и так далее. Супер. Что, Андрей, благодарю тебя. Благодарим. Благодарим тебя. Было супер полезно. Я думаю, Честно. нашим зрителям тоже будет полезно. Поэтому ссылочки оставим на Андрея в описании. Инстаграм, Ютуб. Да, я на самом деле тоже очень рад, потому что, ну, мне кажется, это очень крутая работа, ну, то, что вот вы Спасибо. делаете, потому что действительно, ну, человек, который хочет развиваться, он обязательно он разовьется, он обязательно найдет ту информацию, которая ему нужна. И мне кажется, вот, ну, люди, которые занимаются просветительской деятельностью, да, то есть продвигают правильную информацию, то есть это отдельный аспект. Вот, поэтому вам спасибо, что тоже, что пригласили, что я тут. Скажи, а по факту, есть ли у тебя страна, которую ты можешь назвать домом? Сложно. Для меня дом всегда был и останется. Это, ну, то есть это Россия, потому что у меня паспорт. Родился я в Казахстане, это мой тоже дом, потому что я когда приехал туда и, ну вот, я попал в место, где я родился, и я не мог передать ощущения. То есть это вот как два разных мира. Это, ну, однозначно это будет дом, и да, сейчас там разные события, но я считаю, что многие люди, как и на рынке, опять ошибаются, к сожалению. Вот, так всегда было и есть. Вот. Ну а так, я не знаю, я, наверное, пока в поисках, я переезжаю каждые 3-4 месяца, я меняю страну. Вот, и, ну, то То есть, есть твоя страна, Это точнее, весь мир. весь мир — это твой дом. ну, пока я еще нигде не устаканился. То есть, вот как я сказал, да, Россия, там есть недвижимость, потому что там есть дом, но вот я постоянно в каких-то разъездах, перемещениях, и Окей. я об этом всегда, наверное, и думал, и хотел. Окей, ребят, финалем. С вами был Дома Каст. До следующих выпусков. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Всем спасибо. Пока-пока.